kind introduction, and it's a great honor to be here and have a good opportunity to give a speech to you. Thank you, Professor Besserov. Большое спасибо за приглашение на это уважаемое мероприятие, и профессору Веселову тоже большая благодарность за возможность выступить на этом форуме. And today my topic is not my pretty daughter, but about the colorectal ESD with Сегодняшняя презентация не о моей дочке, которая на заглавном слайде представлена, о диссекции. На секундочку, вот эта девочка, которая сейчас показана, она была у нас здесь еще с мамой, вот ее животики, так что вот это вот человек, который был уже в России 2 года назад. Okay, yeah. The history of therapeutic endoscopy started in 1971. The first colorectal correctomy was performed. Итак, история удаления новообразований в толстой кишке началась в 1971 году, когда была внедрена и стала применяться методика полипэктомии. And the 80 years is the time of EMR and EPMR. В 80-х годах прошлого века стала распространяться методика резекции, то есть методика ЕМА в различных модификациях. So various kinds of EMR techniques such as the EMR cap method or EMR ligation method or strip biopsies are invented. Были предложены такие методики резекции слизистой, как колпачковая резекция, как лигирование образования и удаление его, и также стрип-биопсия. So during the 80 years, lots of EMR and EPM was performed. В 80-х годах прошлого века было выполнено уже значительное количество удаления таких образований в кишке. And the end of the 80s, the ERHSE was invented. В конце 80-х годов была предложена еще одна модифицированная методика удаления новообразования. This method is the original model of ESD, I think. Эта методика уже напоминала диссекцию, но не диссекцию, а в том, что выполнялся циркулярный разрез. После выполнения циркулярного разреза выполнялось петлевое удаление, то, что в некоторых случаях называется гибридная диссекция. So put the marking and make an entire circumferential incision, and then tie up the snare and remove the lesion and broccoli. Итак, этапы этой методики заключались сначала в маркировке образования, затем в выполнении циркулярного разреза и потом петлевой резекции самого образования. So this method performed no dissection. Этот метод формально не являлся методом диссекции в подслизистом слое. But the procedure is too complicated, and this method is not spread widely. Этот метод не получил широкого распространения и, в общем, оказался с такими ограниченными возможностями. And finally, in 2001, Professor Ono reported the ESD method. В 2001 году профессор Оно опубликовал сообщение о первом случае выполнения диссекции ESD. Not only making entire circumferential incision, additionally performed the submucosal dissection. Им впервые была выполнена диссекция в подслизистом слое после того, как выполнялся уже известный метод окаймляющего разреза. So this method dramatically increased in the rate of embryonisation. И уже вот этот метод диссекции ESD стал очень быстро распространяться и набирать популярность.
So last year, our endoscopy center, this is the number of the ESD procedure in my department. Здесь представлены данные о выполнении диссекции в медицинском центре, где работает профессор. And last year we performed more than 600 cases per year. В прошлом году было выполнено более 600 диссекций в желудочно-кишечном тракте. Especially correct about the colorectal region, our endoscopy center is the highest volume center in Japan. Самое большое количество диссекций в толстой кишке в Японии выполняется именно в центре NTT Medical Center, где и работает профессор. And especially the number of colorectal ESD has been increasing lately. И как видно из этого графика, что наибольший рост числа выполняемых диссекций наблюдался именно в области диссекции в толстой кишке. And the next topic is about the progress of the procedures. А теперь поговорим о том, как развивался этот метод. This is my erstwhile ESD on 2003. В 2003 году профессор выполнил свою первую личную ESD. When I was so young. Да, тогда он был очень молод. And I'm still young. И молод до сих пор. Yeah. And as you can see, the rejected specimen was well done and not a decade for the pathological examination. Образование было удалено целиком, но было трудно для морфологов несколько его интерпретировать и анализировать. It can be helped because we have low power, high frequency generators. Чем тогда располагали в то время? Был обычный электрохирургический блок, электрогенератор. And we don't have dedicated end devices for ESD. Не было специализированных инструментов для ножей для выполнения диссекции, и сама диссекция выполнялась обычными полипоктомическими петлями, кончиком этих петель. This is the snare, and I use only the tip of the snare for marking and the incision and dissection and hemostasis. И вот этим кончиком полипоктомические петли и выполнялись все этапы манипуляции: маркировка, разрез, диссекция и гемостаз. Only the tip of the snare, only using this. Используя только вот этот вот сам кончик петли. And we also do not have water jet functional endoscope. И также в то время не было в эндоскопах функции прямой подачи струи, water jet. And we don't have a good solution which can last a long time, elevation of some water layer. Также для введения в подслизистый слой не было специализированных растворов, а использовались самые обычные физиологические растворы и раствор глюкозы. So we are using saline or glucose for injection. Гипертонический раствор глюкозы и физраствор. But the circumstance situation was completely changed. Now we have a high power, high frequency generators. Но с тех времен все изменилось. Теперь у нас есть мощные высокочастотные генераторы электрохирургические. And in our country, the high frequency solution is covered by National Health Insurance for therapeutic endoscopy. Также сейчас в Японии использование гиалуроновой кислоты для диссекции стало покрываться расходами по медицинскому страхованию, чего раньше не было. And not only endoscope, but also endo devices has a water jet function now. А также сейчас уже, можно сказать, стандартной является наличие такой опции, как water jet канал в эндоскопах. So the situation was
completely changed. Сейчас уже совершенно другая ситуация, чем была в начале этого пути развития диссекции. And especially the endo devices has a dramatically progressed. Также достаточно драматический, значительный прогресс произошел и с инструментами для диссекции. For the colorectal ESD, the needle type devices is a basic and devices. Здесь представлены инструменты, ножи для диссекции, которые могут использоваться для толстокишечной диссекции. Они собой представляют игольчатые ножи. And the flash knife and the flex knife and the splash needle, these knives are first generation, I think. Это флаш-найф, лекс-найф и сплаш, игольчатый нож. Это все предыдущее поколение инструментов различных производителей. And now commonly the new second generation devices. Сейчас все эти инструменты прогрессировали, имеются их современные модификации. The flash knife, ball-tipped knife or dual knife with a small discs. Флаш-найф прогрессировал в флаш-найф с кругленькой головкой. Флекс-найф прогрессировал и появился dual-найф. Что же произошло с игольчатым сплошным ножом компании Pentax? Yeah, also the splash needle became a second generation. Итак, какое же это второе поколение ножей для диссекции Splash M-Knife? Yeah, Splash M means a multifunction. Какие же функции есть у этого инструмента? So the tip of the needle is with a small disc. На кончике ножа имеется небольшой диск. And ahead of the discs with tiny needles. Впереди этого диска имеется маленький стерженек, выступающий впереди диска. And also have a water jet function. Также есть функция подачи воды параллельно с ножом. Compared with each tip of the needles. Здесь представлены сравнительные характеристики ножей различных производителей. Flash knife is a small ball. Флаш-найф имеет маленькую круглую головку. The ball is sometimes difficult to hook the tissues firmly. Круглая головка не очень хорошо захватывает ткань и труднее удерживать и зацеплять ткани. So in my impression, the discs is more easy to hook the tissues. В отличие от круглой головки, дисковая часть сплаш ножа гораздо лучше захватывает и удерживает рассекаемые ткани. And sometimes this tiny needle is useful. А также вот эта небольшая выступающая часть в некоторых случаях очень полезна. And additional in addition, this knife has a ring plate like this. Кроме этого, у ножа на торце имеется вот такая металлическое кольцо. This circular metal plate it has electroconductivity. Вот это круглое металлическое кольцо имеет функцию передачи электрического тока. То есть не только через само игольчатый нож, но также через вот этот диск происходит контакт с тканями. And when needle in, когда нож убран, то есть он находится внутри в закрытом положении, this tip of the small discs and round circular rings are all electroconductivity. Убран на ноже, электропроводящей становится вот эта вся кругленькая площадка. So this right round area is useful for hemostasis.
Вот такая вот такая площадка на кончике инструмента очень полезна при осуществлении гемостаза. Let's talk about the basic strategy. Итак, поговорим об основных приемах толстокишечной диссекции. Recently we don't almost use straight position, don't keep a retroflex view. Прежде всего, совет это выполнять диссекцию в прямом положении, не в положении ретрофлексии. And injection from near side. Разрез начинается с ближайшего края к эндоскопу. And make a U-shaped incision from near side. После того, как произведена подколка на ближайшем крае, производится так называемый разрез в форме буквы U латинской. And using the endocut mode. В режиме эндокат, то есть такая улыбочка делается. And dissect from near side to far side. Разрез производится от ближней стороны по направлению к дальней части образования. Make additional incision and dissection bilateral side. Постепенно продвигая разрез от вот этого центрального разреза в одну и в другую сторону, продвигаясь дальше к дальнему краю. And after easy to slip into the submucosal layer, we make a far side incision. После создания вот этой улыбочки начинается, собственно, диссекция. Диссекция в подслизистом слое. And then peel off the lesion from near side to far side. Peel off the lesion. Peel off. И после того, когда уже выполнена диссекция под образованием, может быть завершена вот этот окаймляющий разрез в дальней части образования. So, and this is generator settings. Здесь представлены настройки электрохирургического блока. So for the incision and dissection, I use endocut mode. При разрезе и в ходе диссекции в основном используется режим эндокат. So the coagulation mode, sometimes tissue shrinks and difficult to keep a clear view. Режим коагуляции нехорош тем, что он вызывает съеживание, скукоживание тканей, а также разбрызгивание жира и ухудшение визуализации. So the coagulation mode causes some fog or smoke. А также он создает избыточное количество дыма или тумана, который также затрудняет визуализацию. So for the fast dissection and we name the quick and clean method, which means the endocut dissection. И вот использование в основном метода режима эндокат профессор называет QC метод. Это быстрый и чистый. QC это означает quick and clear, быстрый и ясный, то есть ясный обзор, ясное видение. This is written my ESD textbook. Это обложка книги, изданной в Японии по диссекции. Take picture, please. Take picture. This is me. Да, вот это, собственно, он сам. And I show you the actual case. The lesion located in the hepatic fracture. Здесь представлен клинический случай образования в печеночном изгибе ободочной кишки. So the injection solution is a hyaluronic acid solution with indigo-carmine mixture. Сначала вводится раствор гиалуроновой кислоты, подкрашенный индиго-кармином. This is first incision, making a U shape.
После этого производится быстрый разрез одним движением в форме буквы Ю или в форме улыбочки. So after the first incision, continue dissection with the same endocut mode. После того, как обнажается подслизистый слой, в том же самом режиме эндокат продолжается диссекция в подслизистом слое. And then additional incision and dissection performed. После этого выполняются дополнительные инъекции и диссекции по краям, продвигаясь дальше вдоль образования. Like in this case, there is no vessel, so continue endocut mode. Как вы видите, в данном случае нету много сосудов в подслизистом слое, поэтому диссекция происходит в режиме эндокат. But and then dissect the far side. И после этого производится разрез, заканчивается циркульный разрез в дальней части образования. And flip over the region and peel off the region. И после этого уже образование целиком удалено. Okay. The procedure time is 15 minutes and improper resection completed. Как вы видите, образование размерами 45 на 38 мм было удалено единым блоком и всего лишь меньше, чем за час, за 50 минут. For the region less than 5 centimeters, these are the basic strategies, I think. В этом, в общем, и заключается основная стратегия. Это быстрой манипуляции, быстрого удаления таких даже достаточно больших крупных образований. And the more bigger region, the tuning method of pocket creation also required, as Professor Kashida mentioned. При больших образованиях также может применяться метод кармана, о котором уже рассказывал профессор Кашида в предыдущей презентации. Это также может быть полезным приемом. So the first tip is a U-shaped incision. Первый прием, о котором стоит помнить, это выполнение разреза в виде латинской буквы У. And the dissect with endocut mode. Он выполняется в режиме эндокат. And the second tip is when the submucosal layer has rich fat tissues and vessels. В тех же случаях, когда приходится иметь дело с хорошо васкуляризированным и богатым жиром подслизистым слоем, тогда вынужденно нужно использовать режим коагуляции. We use coagulation mode, right? Вот в таких случаях используется режим коагуляции. So, as Professor Kashida mentioned, today my live case was LSD non-granular lesion and has rich vessels and fibrosis and fat tissues. Как вы видели в сегодняшнем клиническом случае в операционной, небольшое образование, но тем не менее было очень хорошо васкуляризировано, там был фиброз. И поэтому в основном сегодняшняя операция была выполнена именно в режиме коагуляции. So today's case I mainly use the coagulation mode for dissection. Вот сегодняшняя операция в основном проходила в этом режиме коагуляции. So these yellow tissues, the fat tissues. Вот здесь вы видите жировую ткань в подслизистом слое. And in this case we use the coagulation mode for dissection. Это заставляет нас использовать режим коагуляции, поскольку в этой ткани много сосудов. And this area has rich vessels, and also using the coagulation mode. Здесь представлено обилие сосудов в подслизистом слое, и это также
заставляет нас применять режим коагуляции для продвижения по подслизистому слою. And one more tip is to put the pedal little longer. Еще один хитрый прием, о котором стоит помнить, это нажимать на педаль коагуляции не короткими моментами, а более длительно. So short time pedal work causes the vessel wall block. Если коротко нажимать на педаль коагуляции, то это будет, ну, по сути, повреждать сосуд и не успевать его коагулировать. And really long pedal work causes the voiding the vessels and then dissect the vessel, so prevent the bleeding. Если же мы длительно нажимаем на педаль коагуляции, это приводит к завариванию кровеносных сосудов и продвижению по подслизистому слою. So like this long pedal work is important to prevent the bleeding. То есть вот для таких случаев сложных, когда обилие сосудов, либо жировая ткань, это вот длительное нажатие на педаль коагуляции и продвижение ножа в подслизистом слое. То есть не короткие нажатия на педаль коагуляции, а именно длительные. В этом вот есть тонкость. And for the hemostasis, we sometimes use the forced coagulation mode. С целью гемостаза обычно используется режим форсированный или forced coagulation. So using this circular ring and tip of the disc together. Возвращаясь к особенностям обсуждаемого инструмента, на кончике ножа имеется металлический диск, который и позволяет осуществлять эффективную коагуляцию и гемостаз. While circular electroconductivity area lead is hemostasis. Вот этот вот участок металлический, который обеспечивает электропроводимость и позволяет достичь быстрой и эффективной остановки кровотечения. And sometimes the spurting bleeding occur, but possible to remove to hemostasis. Даже в случае струйного кровотечения, как вот на данном сюжете, может гемостаз осуществляться этим кончиком вот этого ножа. And fourth tips is a countermeasure for severe fibrosis using the small tiny needles. Также данный нож имеет свои особенности, которые позволяют справляться и с выраженным фиброзом в подслизистом слое. This is a big nodular lesion. Это большая стелящееся образование гранулярного типа. Like this nodular lesion, under this lesion often exists the severe fibrosis. При таких больших образованиях, как правило, очень выражен фиброз под основанием такой опухоли. And I was using the small tiny needle for fibrosis dissection. И вот в таких случаях, когда имеется выраженный фиброз, вот эта небольшая режущая часть, которая выступает впереди диска, как раз и позволяет очень прецизионно, очень точно рассекать рубцовую ткань. So the tiny needle ahead of the disc is useful for the fibrosis dissection. Именно для таких случаев и было вот придумано вот такое устройство, такой дизайн с выступающей небольшой, очень коротенькой частью. And the most fearful and terrible complication is delayed perforation, I think.
Итак, осложнения, которых мы больше всего боимся, это отсроченные перфорации. So this is a region located in the transverse column and removed by the monopolar SB knife. Итак, здесь представлен случай стелящегося образования в поперечно-ободочной кишки. Диссекция выполнялась ножом, специализированным ножом типа ножницы. Это монополярный инструмент. So my colleagues removed successfully. Коллеги профессора успешно удалили это образование. I saw that the completely successful removal was performed, but the next day sudden abdominal pain occurred. После успешно выполненной операции на следующий день у пациента появились боли в животе. And the CT scans showed that perforation, delayed perforation, and the emergent surgery was carried out. И КТ, выполнено в экстренном порядке, выявила отсроченную перфорацию в ободочной кишке. And the surgical specimen showed the wholly defective area. Вот вы видите хирургически удаленный участок кишки и вот те перфорационные отверстия, которые возникли в ложе удаленного образования. And the review the fields showed these timings. И после просмотра записи диссекции, выполненной эндоскопически, было выявлено, что это вот сейчас как раз демонстрируются те этапы, на которых, видимо, произошло повреждение, глубокое повреждение термическое стенки кишки. Only this moment, the muscle layer has a summer damage. Вот именно в этот момент, вот в эти секунды, вот, которые вы сейчас видите на экране, произошло вот это повреждение мышечного слоя кишки. But the colorectal muscle layer is so thin, so easy to occur delayed perforation. Поскольку в кишке очень тонкий мышечный слой, поэтому отсроченная перфорация – это очень такое возможное событие. So the monopolar systems, the upper is the monopolar systems. Монополярный режим и биполярный не отличаются по своему повреждающему термическому воздействию на ткани. The summer damage is depend on the time, coagulation time. Глубина повреждения зависит от времени экспозиции инструмента на ткани. So too much time passed, the summer effect became deeper and deeper. Чем дольше мы держим монополярный инструмент при активированном электрохирургическом блоке, тем глубже возникает дефект и повреждения в этом месте. So compare with monopolar system, bipolar is more safe. В отличие от монополярных инструментов, биполярные гораздо более безопасны. Even if the time passed, the summer damage is limited in the mucosal layer. Биполярные инструменты более безопасны и нет вот такой прямой зависимости время экспозиции инструмента в контакте с тканью и повреждающие действия гораздо меньше у биполярного инструмента. So this hemostat Y is a bipolar safe forceps. Здесь представлены варианты биполярных гемостатических щипцов. And recently, newly released this wide cup type. This became more easy to bite the tissues.
И за последнее время появилась очередная модификация биполярных гемостатических щипцов. Их главное отличие – это широкое раскрытие бранш, что позволяет более широко и эффективно захватывать ткань. Bipolar forceps is safe for such thin muscle layer organs like esophagus and colon. Использование таких биполярных гемостатических щипцов рекомендуется в органах с тонким мышечным слоем, таких как пищевод и толстая кишка. And hemostasis situations. Здесь представлена ситуация гемостаза с использованием вот таких биполярных гемостатических щипцов. Yeah. So this wide cup forceps is easy to bite the tissues or vessels. Такими щипцами очень легко захватывать ткани и кровоточащие сосуды. So it became more better than previous type of bipolar forceps. И они более удобны, более эффективны, чем предыдущее поколение щипцов. For the fast and safe colorectal ESD, I think these unique tip endo knife and the safe bipolar hemostatic forceps is quite useful, I believe. Итак, для того, чтобы выполнять быструю и безопасную толстокишечную диссекцию, стоит воспользоваться особенностями инструментов. Это использование уникального дизайна ножа для диссекции, а также безопасными щипцами для гемостаза. Thank you for your kind attention. Большое спасибо за ваше внимание. Спасибо большое. Я надеюсь, здесь вопросы возникли у вас или нет? Сколько новых инструментов показали, сколько технических особенностей? Пожалуйста, спрашивайте. Большое спасибо за интереснейший доклад и за операцию, которая была представлена. Скажите, пожалуйста, вот инструмент меняется, а электрохирургические блоки в основном мы видим эрбы. Вот скажите ваши предпочтения. Для диссекции вы используете эрбы или какие-то другие электрохирургические блоки? И если эрбы, то какой модификации? То есть там 300D, 200D? In my opinion, the LV biosystem is now best frequency generator. По мнению профессора, система VAIA ERBA является лучшей, наиболее подходящей для целей диссекции. So ESD system released from Olympus company, well cut, but often occur too much bleed. The biosystem has a well collaborated ability, I think. Недавно представлена система для диссекции Олимпуса, она существует, но у нее все-таки не так хороши режимы, как у VAIA ERBA. Большое спасибо. Так, спасибо. Еще какие вопросы? Материала гистологического, да, после диссекции. Какие аргументы, как быстро японцы нашли для гистологов, чтобы им было интересно, или каждый врач в Японии сам красит, режет и смотрит гистологический материал? Ну, помимо научных сотрудников, конечно. То есть как готовиться? Да, как гистологов убедили, что этим материалом нужно заниматься, потому что когда они смотрели маленькие кусочки, за один день рабочий они смотрели очень много пациентов, да? Когда они смотрят большой материал, то получается, что, наверное, после хорошей диссекции нужно целый рабочий день гистологу провести за этим материалом. Как вы
смотрят, где стоит, да, эти препараты? Нет, как они их мотивировали? Нет, или ты 20 человек посмотрел? Ну, вот, согласно ответа профессора, никаких проблем, спокойно смотрят и даже не возражают. Им, видимо, это тоже интересно. Спасибо. Если вы позволите, я спрошу, можно я задам вопрос? Мой вопрос заключался в том, как вести таких пациентов, какой режим после выполнения диссекции в толстой кишке. Режим следующий. В день выполнения операции голод, при необходимости парентеральное введение растворов, жидкости. На следующий день после диссекции только вода, то есть питье. И на второй день пациент начинает кушать, и на третий день после диссекции выписка. Коллеги, я бы хотел в первую очередь сказать Кену большое спасибо. Ken, thank you very much for your presentation, for your work. It was amazing. И я бы хотел сказать, что я был в клинике у Кена 2 недели в Токио в прошлом году. И это, конечно, замечательная клиника, там огромное количество этой вот работы идет ежедневно. И по поводу вот морфологов, что это совершенно рутинная работа, там никто никого не заинтересовывает. Я специально ходил, смотрел. Вот, каждый случай это рутина. Его красят, его режут, как положено, да, на положенные куски по 1,5 мм, не больше. Вот, это ни у кого не вызывает никаких вопросов. Потому что ранние раки, это как раз то, чем надо заниматься подробно. Это намного более важно, чем вот такие огромные. Ну, на мой личный взгляд. Thank you very much. Thank you. Так, еще, пожалуйста, у кого какие вопросы возникли? Иссякли вопросы. Ну что ж, мы бы хотели поблагодарить наших коллег.